Всем привет! В этом видео я хочу поделиться своими навыками фотошопа и тем, чего мне не хватало, когда я начинала, потому что я собирала всю информацию по крупицам, но именно как создать паттерн в фотошопе, то есть я не буду каких-то других моментов касаться, как там редактировать, то есть именно то, что нужно, как вырезать, как немножечко отредактировать, как переместить, как там залатать какие-то дырки, в общем, вот то, что нужно конкретно для паттернов. То есть сейчас я так сказать, в прямом эфире, ну, не в прямом, но в смысле того, что в реальном времени я буду создавать паттерн и постараюсь говорить все свои действия, которые я буду делать. То есть нажимать все кнопки и вам говорить о том, что я нажимаю, потому что, когда я начинала, было несколько видео, которые вроде как такие же, но там вообще ничего не говорилось про то, какие клавиши, в общем, нажимаются, а они очень важны, они очень нужны. И это была большая проблема, поэтому я постараюсь в своем видео это исправить. Но если я что-то буду забывать, простите, я не профессионал в этом деле, я чисто вот иллюстратор, художник, и поэтому как получится, так получится. Но я буду стараться, честно признаюсь, я буду стараться в этом деле. И вот у меня есть картинка, которую мы будем, из которой, точнее, мы будем создавать, плюс вводные данные. У меня Photoshop 21 года. Это очень важно, потому что там после 2020 года появилась функция, сейчас я вам скажу, какая. Функция вот, предварительный просмотр узоров. Это очень важно. То есть там появилась работа с узорами. Это, собственно говоря, и есть эти самые паттерны, потому что до этого там были немножко другие технологии, подвигания, перемещения и так далее. Они немножко более сложные, а здесь вы прям увидите, как это все классно и легко создается. Плюс еще одним вводным данным является то, что у меня есть планшет графический, вакуумовский, самый маленький. Он у меня появился, вот я его подключила как раз, он у меня появился с самого начала, поэтому я с самого начала начала с ним работать. И как без него, мне кажется, я уже не смогу. И, как мне кажется, все-таки мышкой вычищать какие-то моменты, то есть они более сложно, потому что художественный планшет, он все-таки немного более легко управляемый, более такой точечный. Но я думаю, что мышкой тоже вполне себе все можно сделать. Так вот, давайте-ка начинать. Начнем мы, конечно же, с того, что мы почистим наш рисунок. То есть это просто сделанный акварелью рисунок, который у нас сканирован на самом обычном бытовом сканере. Просто я сделала побольше разрешение, то есть не 300 DPI я поставила, а 600. Все-таки, чтобы он ухватил гораздо больше подробностей. То есть чем больше вот этот DPI, тем больше подробностей он ухватывает, нюансов цвета и так далее. Потом это все перерабатывается в 300 DPI, потому что это самая распространенная такая и для потом печати, и для стоков. 300 нужно, но изначальная картинка у меня вот такая, и она на самом деле огромная получается по размеру, но я специально иду на эти как бы вещи. Так, давайте, я покажу, как я чищу, потому что моментов, как это все вырезать, очень много. То есть вариантов, как вы будете вырезать эти кусочки, что вы будете с ними делать, как вы их будете вычищать, просто миллион. Вот честно скажу, я вам покажу, как я это делаю, потому что я в основном делаю это через что я делаю? Через волшебную палочку выделение белого. Сейчас я хочу обрезать большую часть вот этого вот, то, что нам не особо нужно. Для этого что я беру? Я беру лассо, оно, по-моему, называется. Вот. Кстати, нужно обязательно проверить, отмена, что у нас должен быть слой, а не фон. То есть 2 раза я нажимаю на фон, и он превращается в слой 0. Так, что я беру? Как они называются? Просто я не пользуюсь названием. Да, лассо. Названием я знаю, как оно функционирует, как бы мне этого достаточно. Там маленький кусочек, и что это? Это не escape, это сверху Enter, в общем. Еще у меня MacBook, поэтому у меня все сочетания через Comrade, а не через Ctrl, но все то же самое, как бы через Ctrl работает на Windows. Вот это единственное, мне кажется, различие. И вот а, как его, удаление тоже не через Escape. Я не помню, как это называется клавиша. У меня она просто не подписана. Это не Tab и не Shift. Ну, короче, вы поняли, сверху Enter есть такая клавиша. Она, в общем, нам и, собственно говоря, нужна. Так, я вот максимально подбираю, чтобы у нас было уже поменьше всего этого. Кстати, чтобы снять выделение, вот на черном фоне я просто тыкаю один раз, и выделение сходит. Но на самом деле можно как раз-таки Comrade 9 или Ctrl... Не 9D, Ctrl-D, по-моему.
Сейчас я попробую Ctrl-D. Да, пропадает выделение. Потому что когда у вас есть выделенный кусок, вы, короче, можете работать только с ним, ничего другого не работает. И это мне раньше очень бесило, потому что я не понимала, почему там резинка не работает, еще что-то не работает. А на самом деле просто был какой-то маленький выделенный фрагмент, который я не заметила. Но в основном я вот просто тыкаю на свободный участок, если есть возможность. Так, поехали дальше. Я беру волшебную палочку и выделяю белый. Сейчас он нам все выделит. Все, видите? Но листочки достаточно хорошо. И поехали. Я беру обратно лассо. И теперь я зажимаю Alt. Видите, у меня лассо с минусом появляется. И я просто захватываю вот этот кусочек, который у меня хочет вырезаться. Вот, видите? Он захватился. Ну, в смысле того, что он прибавился к тому, что у меня останется. И теперь я прохожу по всем моментам. И, кстати, раньше я говорила о том, что я там оставляю все эти махрушки по возможности, потому что это же акварель и бла-бла-бла. Но на самом деле, вот сейчас, сделав достаточное количество паттернов, я могу сказать, что чем четче линия, тем лучше. Если вы не предполагаете из вашей акварели делать паттерн, а вот хотите просто оставить как картинку для стоков, то вообще без проблем. Но если вы хотите из этого сделать паттерн, нужно обязательно чистить прям до такого идеального состояния, то есть до четких линий. У вас должно быть все очень четко. Чем больше вот этой бахромы, чем больше каких-то кусочков непонятных, вот этих, например, ну мы сейчас их почистим, тем неопрятнее смотрится ваш паттерн, тем он страннее, как будто, вот знаете, грязючка немного на нем появляется, и ничего хорошего как бы в этом нету. Так, здесь у нас все хорошо. Вот здесь листик у нас захватился. Мы его тоже. И, кстати, вот это вот Alt, получается, добавляет. Ну как, он добавляет, отбавляя. Я не знаю, как это сказать. В общем, если вы хотите добавить, вы можете Shift зажать. Вот смотрите. Хлоп, и оно добавилось. Alt, и я возвращаю обратно. То есть ту область, которую мы будем... Вот эта область у нас остается, вот это у нас удаляется. То есть мы добавляем к тому, что остается, получается, как-то так. Это звучит. И вот весь наш листик тоже нас захватил. Есть магнитное лассо, но я с ним не работаю, потому что с ним немножко сложно, как мне кажется, потому что оно такое тоже своеобразное. Некоторые работают с ним, я видела. Но как бы можете попробовать, вам никто не запрещает. Я хочу на самом деле вот эту внутренность оставить. Я ее почему-то так оставила, мне она как-то изначально понравилась, но вот сейчас в паттерне я понимаю, что это какой-то такой зигзаг удачи, который вообще не будет смотреться. Дальше. В общем, я все добавляю обратно, все кусочки, которые вот у нас забрались. И это продолжительный процесс. То есть самое долгое, на самом деле, это чистить свой рисунок. Это вот самое такое неинтересное. Я обычно под видосик, под музычку это делаю, чтобы как-то скрасить свое существование. Но сейчас я разговариваю с вами и постараюсь какими-нибудь, не знаю, сакральными знаниями поделиться. Но я не знаю каких-то сакральных знаний относительно паттернов. Ну, вот я сказала по поводу того, что как можно тоньше и чище делать все края. Потому что, ну, я по своим паттернам это очень конкретно увидела. То есть как только у меня появляется бахрома, все. Он какой-то очень странный, он вот некрасивый получается. Это конкретно некрасивый паттерн. А чем четче, тем как бы лучше, интереснее. И по поводу фонов тоже для акварельных паттернов все немножко сложно с фонами, как мне кажется, которые вот сейчас совсем такие вот эти вот акварельные, знаете, такие моменты, прям акварель-акварель. Потому что бывает более такая, знаете, такая графичная акварель, она тоже очень красиво смотрится. И даже в сочетании с графикой, я тоже такого люблю на самом деле. Она хорошо смотрится с яркими фонами, а вот такая акварельная акварель, она, ну, не очень смотрится с фонами яркими особенно. Максимум что-то такое вот пастельненькое, что-нибудь такое спокойненькое. Вот это неплохо смотрится, неплохо. Все остальное, ну, как бы надо пробовать. Это все нужно смотреть. И вот за счет того, что можно создать узор, то есть, получается, ну, сейчас вы увидите, как я это все делаю. Но я обычно создаю узор на прозрачном фоне для того, чтобы потом можно было любую подложку ему сделать. То есть не готовый паттерн я делаю сразу в этой программе, в которой, ну, просмотр узора, предварительный просмотр узора. А делаю заготовку. Так, сожрал весь листик. Весь наш листик сожрал.
Вот здесь хорошо. Вот видите, сама акварель здесь хорошая, такая четкая. Ну, то, что вот эти вот цветочки он бы сожрал, я знала заранее, потому что они такие очень акварельные, очень тонкие. Вот. И, кстати, видео это я решила записать, потому что я тут недавно увидела не то, Ctrl-Z. Или, ну, Ctrl-Z. Я случайно все убрала, бывает. Это ужасно, на самом деле, когда ты долго сидишь и выверяешь все вот эти вот штуки, выделения, и потом случайно какое-то, ну, что-то нажимаешь, оно все пропадает. Но волшебная Ctrl-Z нас возвращает к жизни. Так вот, увидела тут рекламу по фотошопу, короче, вот для паттернов. Они так дорого эти курсы стоят. И там типа, ну, 6 уроков по 30 минут, что-то такое. Ну, короче, не супер много, и они супер дорого стоят. И как-то так, не знаю. Ну, у меня, например, этих денег нету, чтобы на это потратить, потому что я сначала увидела, думаю, надо как-то, наверное, пополнить свой запас, потому что я не все знаю, и как бы у человека, который предоставляет эти курсы, очень крутые паттерны, все круто. Но у меня нет этих денег. И сейчас нету, и тогда не было, когда я только начинала. Так, проверяем еще раз. Просматриваем все цветочки, все листочки. Ну, конечно, мы всегда сможем вернуться. Вот, кстати, соперничает графический планшет с этим тачпадом. Я решила вам не клацать мышкой и тачпадом пользуюсь. Так, все, теперь вот на эту волшебную кнопку. Я, не узнала, как она называется. Я, конечно, оболтус немножко. Так, вот мы все это видим. Теперь мы добавляем еще один слой под низ, и на него мы делаем прямоугольник, который заполняем черным. На черном все видно, все ваши погрешности, И напоминаю, что возвращаемся на слой, где у нас цветочки, потому что я тоже много раз психовала, на прямоугольнике на черном пыталась что-то там сделать. Вот мы сейчас вот это все будем убирать. И вот это сейчас мы будем латать. Вот как мы, кстати, будем латать? Есть такая кисть, точечно восстанавливающая кисть. Вот. Делаем ее побольше. Она за счет соседних областей создает вам новую, ну, вот это вот то, что вы там хотите. Сейчас посмотрим. Результат непредсказуем. Кстати, хороший. Результат непредсказуем на самом деле. Как она это все сделает, потому что частенько, если вы возле края что-то делаете, то он белым, потом, какой-то белый край делает. Но, как видите, здесь неплохо. Вот эти вот штуки тоже мне не очень не нравятся. Сейчас мы будем дочищать, доделывать. Вот это тоже я хочу убрать. Еще у меня, кстати, регулярно случаются собачья шерсть на сканере. Она у меня появляется, даже если я протираю. Как бы все равно она появляется так. Вот что-то, какая-то козюлечка. Вот мы ее убираем вот этой кисточкой, и она моя любимая, честно. Она, конечно, непредсказуемая, но она моя любимая. Она меня так выручает. Вы себе не представляете. Ну, я думаю, представляете. Так, теперь резинку. Берем резинку поменьше. И начинаем наш телемарафон. Вот эти вот все штучки мы убираем. Вот здесь, мне кажется, пригождается очень сильно, конечно, планшет, потому что у него все-таки какое-то такое вот точность больше. Вот. Ну, мне его подарили, я говорю, в самом начале, я была очень рада и приучилась сразу, как-то я решила его использовать, потому что раз мне подарили, что мне не использовать. Вот. У меня не было в планах его покупать, но это, кстати, одна из самых простых моделей Wacom. Самая масечка. Вот. Но мне его хватает. Но у меня сам по себе компьютер, как вы видите, ноутбук небольшой, у меня 13 дюймов всего. Так, вот это на моем экране. Вот иногда еще бывает, что ты старательно что-то делаешь и пытаешься какую-то точку убрать, а это потом оказывается, что на твоем экране какая-то точка, и ты так долго ее пытался с ней что-то сделать. Это, в общем... Поэтому советую перед тем, как сесть редактировать или создавать паттерны, протереть свой монитор. Я это регулярно забываю. Вот это тоже загогулина судьбы, мы вот это тоже все убираем.
Потому что если бы вот просто загрузить эту картинку, вот как она есть, ну, как бы просто как акварельный рисунок, я бы это все не убирала вообще. То есть, ну, скорее всего, я как раз-таки и загружу ее на стоке. Кстати, заходите, я теперь отчитываюсь по стокам. А, Правда, пока не очень успешно, но, кстати, на этой неделе у меня есть небольшие новости, наконец-то. Хотя я думала, что все будет максимально печально. И я тут пытаюсь анализировать свои продажи, которые все-таки есть. Небольшие, но они есть. В общем, как это все. Так, вот это тоже мы все дочищаем. Дочищаем. Все, давайте тогда встретимся, сделаем паузу. Ну, в смысле того, что я вот дочищу вот это все. Если будет что-то новенькое, интересненькое, я обязательно подключусь, но уже... Потому что это будет очень долго, честно. Тут минут на 30 работы, чтобы вот это все почистить. Я не хочу вас задерживать, и это уже не так интересно. Я просто резинкой все это дочищаю, как бы, и все. Больше ничего абсолютно. Так что давайте через кат. Сейчас будет... Ой, я резинкой поставила точку. Сейчас будет новая чистенькая картинка. Давайте так, ап. Вот наша красивая чистая картинка. И еще чуть-чуть, и мы наконец-то приступим все-таки к созданию нашего паттерна. Но перед этим я хочу немножко показать, как работать с цветом. Давайте наконец-то уберем этот прямоугольник. Хотя, наверное, давайте просто его белым сделаем. Сейчас вот 2 раза по нему. Вот, 2 раза по нему ударила по прямоугольнику, и он становится белым. Для того, чтобы нам было удобнее работать. Но когда вы будете выделять что-то на этом слое, он как бы белый не будет выделяться, потому что он на другом слое. Как мы прекрасно понимаем. Я надеюсь, вы прекрасно понимаете. Я хочу показать по поводу коррекции цвета, потому что я хочу немножечко более яркий сделать. И он, конечно, акварельный, но хочется чуть-чуть контраста. Я это зачастую делаю именно кривыми, потому что, мне кажется, самый удачный вариант получается. Видите, чуть-чуть более насыщенный. Я совсем самую капочку это делаю. Вот. Но вы можете делать это с помощью кривых, экспозиций, цветового тона насыщенности. Тут очень много всего, и это как бы больше зависит от ваших предпочтений. То есть попробуйте все. Тут метод тыка хорошо работает. Но я хочу еще одну вещь вам показать. Сейчас мы берем лассо и захватываем только один элемент. Например, вот эти вот наши листочки, которых больше нету. Я вот хочу, например, их сделать более зелеными. Во-первых, что можно с ними делать? У нас вот цельный рисунок, вот он никак не разделен у нас ничем. Мы нажимаем Ctrl-T или Ctrl-T. Видите, он выделяется, и мы можем его двигать. Тин-тин-тин-тин-тин, как угодно. Но что мы еще можем сделать? Во-первых, нажимаем на Enter. Я, кстати, узнала, как эта клавиша называется, которая сверху Enter. Это Delete или Backspace. Вот. Все очень просто оказалось. Так, вот видите, выделен один элемент. Мы выбираем изображение, коррекция. И мы выбираем цветовой... Ой, нет. Изображение, коррекция, цветовой баланс. Вот. Видите? Цветовой баланс. Я хочу зелененький подтянуть немножко. Чуть-чуточку. И можно чуть синенького, потому что в зеленом есть синий оттенок. Можно еще сильнее. Вот он начал зеленеть. На самом деле мы можем вообще его сделать красным. Он не делается красным. Вот, он холодный. Ну, просто здесь очень легкий оттенок, поэтому... Кстати, хорошо, если вот так. Окей. То есть вы можете на самом деле вообще полностью поменять цвет вашего рисунка за счет вот этих вот манипуляций. То есть можно выкрутить максимально и как бы сделать то, что вам нравится, то, что вам хочется. Ну и наконец-то все-таки магия, как я и обещала. Теперь создаем файл. Я обычно делаю на 2 на 2, то есть нам все-таки нужен квадрат. Мне кажется, это удобнее всего. Вот 2 на 2 и 300 вот этих вот, в общем, вот это все. Так, что-то мне сделалось. Цвета RGB это для загрузки, кстати, на стоке. Если вы делаете для печати, то, скорее всего, вот этот режим CMYK. В общем, как-то так. И 8 бит. Белый фон создать. Вот у нас наша заготовочка. Теперь мы берем опять-таки лассо и выделяем вообще весь наш элемент. Выделяем. Ctrl-C, как обычно. Ctrl-V. Ничего такого. Отдаляем. Так, теперь
небольшой советик. Если вы хотите уменьшить картинку, вот за счет того, что у меня очень сильное разрешение, когда я копирую, оно очень большое. В общем, чтобы не а, как бы исказить пропорции вашего рисунка, вам нужно вначале зажать Shift, а потом только тянуть. Так, видите? И отпускать только после того, как вы уже отпустили вашу картинку. Если вы в процессе Shift отпустите, то как бы все будет плохо. То есть вот сейчас я покажу без шифта, видите, как оно елозит. Ctrl-Z, зажимаю Shift. Вот как оно сохраняет пропорции нашего рисунка. Так, перемещаем чуть в центр. И, наконец-то, так, нужно на Enter нажать обязательно. Теперь просмотр, предварительный просмотр узоров. Та-дам! И мы теперь видим наш узор. Уже красиво, на самом деле, если честно. Уже очень красиво. Так, для того, чтобы выделить наш элемент, который вот мы поместили, нужно нажать Ctrl-T. Видите вот эту синюю рамочку, которая у нас появляется? Вот теперь мы ее можем перемещать. Когда у нас как бы наш элемент в рамочке вот этой синей, больше ничего мы делать не можем, только с этим элементом. Плюс, если вы нажмете правую кнопку или там двумя пальцами, если у вас тачпад, вы вот можете наклоны, повороты, деформация очень классная штука, повороты, отражение. Деформация — это такая вот классная штуковина. Если вам нужно, например, какой-то повторяющийся элемент, или у вас, ну, вам не нравится ваш элемент, он немножко какой-то не такой, вот мы делаем ему деформацию. То есть можно тянуть за вот эти элементы, можно внутри что-то делать. Ну, короче, как хотите. Ctrl-Z, 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 Ctrl-Z. Итак, что мы делаем? Мы делаем, наверное... Во-первых, я заметила, что я все время заполняю верхний левый угол. Я не знаю почему, но это какая-то, возможно, из-за того, что я левша. И теперь я хочу скопировать вот этот элемент еще раз, ну, в том же размере. Мы это делаем вот на этом слое. Выделяем лассо, Ctrl-C, Ctrl-V. И появляется он у нас на новом слое. Для того, чтобы его схватить, мы опять Ctrl-T. Ну или Command-T, если у вас Mac. И помещаем его вот сюда, например. Ну вот, видите, уже неплохо. То есть я сейчас делаю максимально простой, на самом деле, паттерн, но как бы его сложность уже зависит от вашей фантазии. Я показываю принцип, а вы уже как бы делаете, что хотите. Я, кстати, хочу вас предупредить, что как только вот вы поместили, видите, вот этот элемент, который немножечко заходит, выходит, ну, то есть он у нас уже вот как раз такой паттерный, в смысле того, что он у вас уже повторяется. Как только вы, вот он у вас был в синей рамочке, видите, он уже в общей синей рамочке. В общем, как только первый раз вы его поместили, вы нажали на Enter, все. После этого вы можете его только перемещать. Если вы начнете его увеличивать, он начнет деформироваться. К сожалению, я не знаю, почему так, но вот сейчас я вам покажу. Вот, видите, что происходит? То есть вы вот как он есть, перемещать можете, что угодно с ним делать можете, но только не увеличивать. Я не знаю, я не знаю почему, но оно вот так. Но меня как бы устраивает этот размер. И на самом деле уже и паттерн очень даже неплохой, если вот смотрите, какой мелкенький его делать. Но мы все-таки хотим вот сюда что-нибудь поместить. И я думаю, какой-то из элементов мы можем туда поместить. Мы идем в родной рисунок. И что мы тут видим? Что мы хотим? Мы, например, хотим, ну вот этот элемент мне нравится. Мы захватываем лассом, это странно звучит, но как есть. Тот элемент, который нам нравится, который нам хочется захватить. Мы его немножечко почистим потом. Ctrl-C. У нас сохранился только этот элемент. Заходим обратно в наш паттерн. Ctrl-V. Теперь Ctrl-T. Теперь шифтом зажимаем и помещаем туда, куда нам нужно. Вот примерно так. Но на самом деле мы сейчас его немножечко пересоберем. Я вот захожу в него, то есть видите, мы на этом слое работаем исключительно, то есть никакие другие слои нам сейчас не подвластны. Во-первых, давайте резиночкой немножечко его почистим. Он у нас там залазил какие-то другие цветочки. Нам это все не надо. Вот так. Теперь, знаете, что я хочу? Я хочу вот эти вот веточки немножко занести за наш цветочек. Так. Я их выделяю, опять Ctrl-C. И заношу. Сейчас мы их немного
подчистим. То есть можно их чисто теоретически на другой слой вообще переместить, и этот слой под наш цветочек, но можно и так просто потом резиночкой их подтереть. Это уже зависит от вашего желания, от вашего хотения, того, что вы, в общем, желаете, пожелаете. Вот примерно так. Теперь резиночку, как я и говорила, и теперь... Нет, я неправильно сделала. Все-таки нужно... Ctrl-C. Надо на новый слой. Как мы это сделаем? Вот мы выделили элемент. Хорошо, кстати, что мы так делаем. Теперь нажимаем правая мышка. О, нет, правая кнопка. Это не то. Вот. Да что ж такое? Не то. Сейчас. Как видите, это уже не суперэксперт. Надо было все. Ctrl-T. Все нормально. Так. Нет, не то. Сейчас я найду. Подождите. Вот. На свободном месте просто нужно было не на элементе, а на свободном месте. Так, скопировать на новый слой, вырезать на новый слой. Вот, нам нужен новый слой. Теперь смотрите, наши веточки получаются на новом слое. Теперь Ctrl-T и перемещаем. Наш новый слой сверху нашего цветочка нам нужно вниз. Вот так. Ой, эй. Нет, опять Ctrl-T. Вот, то, что нам нужно. Это вот то, что я хотела. Нет, вот так он хорошо. Вот теперь нужно деформацию немножко. Я хочу немного, чтобы она сюда заехала. Вот так, вот так. Вот. И какой-то еще цветочек сюда, вот сюда просится, мне кажется. И теперь я хочу их на самом деле совместить. Теперь Shift зажимаю, и они, видите, совмещаются. Теперь опять правая кнопка, или два пальца. Объединить слои. Объединяем. Все, это у нас единый элемент. Так. На самом деле плохо, что вот они у нас тут так... Нехорошо. Давайте тогда его отразим по горизонтали. Вот. Вот так немножечко лучше. Но они у нас в любом случае будут перекликаться. Потому что они у нас тут одни. Давайте. Какой бы нам элемент, если честно, вот сюда что-то просится такое вот тоже длинненькое. Так, мы копировали вот... мы вот этот. Давайте вот эту розочку тоже смотрите. Вот с этим элементом. Без вот этого цветочка. Без вот этого цветочка. С вот этим листиком тоже он хорош. Так, копируем. Вставляем. Сейчас гигантский цветок будет. Вот. Опять зажимаем Shift. Не забываем зажимать. А то иногда очень обидненько. Но Ctrl-Z никто не отменял. Как бы. Так, теперь еще раз шифтиком. И вот, смотрите, как они неплохо смотрятся на самом деле. Сейчас мы их просто уменьшим и немножко развернем. Или наоборот, вот так вот сделать, так, чтобы их по диагональке, вот так вот их пустить. Возможно. Да, наверное, вот так. Вот совместим их. Так, хорошо, давайте посмотрим, что у нас там почистить надо. Вот этот элемент мне не нравится, я его сейчас уберу, я надеюсь. Так, теперь почищу. Так, у нас тут все, других лишних у нас нет, тут на всякий случай. Все, тут нет ничего. Так, хорошо. Чуть-чуть отдаляемся и смотрим, как оно смотрится. Теперь я бы объединила эти слои. Тоже. Объединяем. Ctrl-T. У нас залез листик, видите? Ах, как это неудачно. Ctrl-Z. Так, надо как раз-таки на Enter нажать. Ctrl-Z. Ctrl-Z. Разъединили слои. Так, теперь это верхний слой. Это нижний слой. Нет, нам нужен верхний. Точнее, вот этот слой. Немножко отодвинуть его. Окей. И вот этот. Убираем его. Так, окей. Теперь опять все-таки объединяем зажимая Shift, нажимая на оба. Так, правая кнопка. Объединяю слои. Ctrl-T. Все-таки не хочет он нам уже давать нормально редактировать этот кусок. Вот, конечно, лучше собирать какие-то такие кусочки отдельно.
Давайте, наверное, правда, его отдельно где-нибудь пересоберем, потому что он ужасно неудобно это все делать. Просто мы вот его сейчас скопируем, как он есть. Скопируем, потому что я хочу его уменьшить, а он уже там залез на эти все дела. Ctrl-C. Где-нибудь здесь его давайте. Где ты? А вот он. Смотрите, какой маленький по сравнению с большой картинкой. Так, а здесь мы его просто удаляем. Так, нужно только этот выделение убрать. Все. Через вот delete. Просто delete и все. Delete наше все. Так, выделяем фрагментик. Ctrl-C. Ctrl-V. Он у нас будет уже нормального размера. Я хочу его уменьшить. Ой, вот видите, что бывает, если не вовремя этот... Не вовремя убрать Shift со шифта руку. Вот. Так, смотрим. Уже хорошо. То есть нам еще вот что-то такое нужно же вот сюда, на самом деле. И мы как раз, скорее всего, используем вот эти большие цветы. Как-то мы их используем. Давайте тогда пересоберем их здесь, потому что, как вы видите, там сложно. Из-за того, что они сразу встраиваются во всю эту историю, то не очень удобно. Какие-то сложные элементы собирать проблематично. А что, я сразу этот могу второй собрать. X. Неудачно. Это было неудачно. Так, пытаюсь выделить. Мы потом почистим в любом случае, но хочется сразу чистенько взять. Не всегда получается. Так, какие-то еще элементы. Так, аккуратненько. Вот я хочу зеленушечку. И вот эту хочу зеленушечку, мне она нравится. Боже, мой компьютер так активно работает, бедолага. Он не ожидал такой нагрузки. О, все, я выделила. Ctrl-C. Вот. Я не одном слое это сделала. Это бывает. Я была на слое вот этой маленькой штучки. Так, Ctrl-C, Ctrl-V. У нас теперь есть отдельный слой. Так, теперь на шифте зажатенько все вот это собираем. Вот. Мы сейчас пересоберем. Он будет как раз нужного размера. Идем сюда. Так, что нам нужно? Что нам нужно? Нам нужно их немножечко по-другому расположить. Для этого я выделяю один из. Как раз Ctrl-T. И двигаю его вот как-то так. Или как-то так. Сейчас я его покручу, поверчу и решу. Да лучше, чтобы этот был сверху. Как вы думаете? Не знаю. Мне этот тоже нравится. Симпатичный он. Так, давайте посмотрим, как он будет выглядеть. Сюда нужно, да, что-то? Да. Так, вот тут надо нам исправить. На скорая помощь заплаточку поставить. X, заплаточка. Теперь терочка. X. Все. Готов. И вот здесь тоже. Ай-яй-яй. Help. Так, вот. Вот так. Сюда что-то нужно. Вот такие штуки, наверное. Давайте. Они мне приглянулись. Они изначально как-то мне не сильно понравились, но потом, вы знаете, я нашла их, в них прелесть. Так, не забываем переключаться между слоями. Выделяем вот эту штуку. Неудачно выделила. Выделяем эту штуку. Странные какие-то листики. Ну ладно. CMD-C, CMD-V, CMD-T. Вот, какая сложная махинация, но мы тянем сюда эти листочки. Так, у меня уже компьютер тормозит от количества задач, которые я пытаюсь выполнить. О, хорошо, он как раз под нижний слой. Так, шифтиком я не забываю. И вам напоминаю не забывать. Так. Во, смотрите.
какая штука получилась. Не забываем, кстати, объединить. Где наш слой-то? Ага, вот он. Через Shift. Объединяем слои. Проверяем. Через Ctrl-T я всегда проверяю, нужный ли мне элемент сохранился и все такое. То есть на нужном ли я слое. Это хорошая проверочка. Ctrl-C. Ctrl-V. Ну, практически нужного размера у нас. И тинь-тинь-тинь. Тянем до нужного места. И наслаждаемся результатом. В этом что-то есть. Вот сюда бы что-то еще такое крошечное. Прям крошечное-крошечное. Что-то здесь не хватает. Вот это лучше получилось. Она такая разносторонняя больше. И я хочу немножко наклонить. Вот сюда бы что-то. Вот это вниз чуть-чуть надо. Сейчас мы... Сейчас я придумаю, какой цветочек мы сюда. Или не цветочек. Или не цветочек. Можно, кстати, вот этот. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Я их специально более-менее так подразделила. Так. Чтобы можно было их кромсать. Вот. Я, как обычно, не на том. КМДЦ, КМДВ, КМДТ. Так, через шифтик. Тик. Тик-тик-тик. И вот у нас хороший элементик. Но я думаю, что вот вместо вот этих штук как раз нужно желтые ему дать. Вот эти вот. Вот эти. Они у нас практически нигде не фигурируют. Сейчас мы... Ой. Так, это я проверила слой. Вот эти вот листочки, они симпатичные, но я как-то их не использую. КМДЦ, КМДВ, КМДТ. Это я, видите, стараюсь комментирую, потому что, чтобы не забывать, чтобы вы запомнили. Что пока я до этого дошла, было потрачено столько нервов, что это стыдно признаться, честно признаю. Честно признаю, что это было просто несколько истерик. Но краткосрочных, честно. Так, я немножко... Так, как бы тебе так... Нет, он некрасиво смотрится. Оказывается. Если его вот сюда куда-то... Вот. Ну, так что-то в этом есть. Что-то в этом есть. Вот здесь... Какая-то проплешина. Может, вот это подрезать. Вот эти вот странненькие, такие самые странненькие из этих странненьких листиков. Давайте их. Так, надо собрать это все вместе. Это уже другой вопрос. Более сложный будет. Так, уменьшаю. Ну, вот как-то так. Надо их как-то немножко по-другому расположить. Надо их как-то вытянуть. Давайте через деформацию попробуем. Чуть-чуть их отсюда подвытянуть. А здесь, чтобы затянуть. Как-то странно я объясняю. Но вот я не знаю как. Я не знаю как, но вот оно-то как-то так должно быть. Вот как-то так. Вот. Во. Не идеально, но неплохо. Так. И где же наши все эти слои? Это не то. Вот оно. Ага, вот они. Я их поймала с поличным. Объединяем. Объединить слои. Так, и давайте их сохраним. КМДЦ. Вставляем. Уменьшаем. И вот сюда засовываем. Ну что, у нас очень даже симпатично. Я думаю, все достаточно. Они и так уже достаточно насыщены. Так, что мы делаем дальше? Во-первых, хорошо было бы объединить эти слои на всякий случай, чтобы оно уже никуда не съехало. Во-вторых, еще один слой. Сиротинушка незамеченный. Объединяем слои. Вот, что мы делаем с фоном? Во-первых, мы его разблокируем, делаем из него слой и делаем слой прозрачным. Сейчас я расскажу, почему. Вот. Итак, вот ваш паттерн. Во-первых, надо бы уже выключить
предварительный просмотр, чтобы вы увидели, как он вот выглядит. Дальше мы идем в редактирование. Редактирование. Определить узор. Нажимаем. Определяем. Можете называть его, я их не называю, бессмысленно. Дальше, чтобы мы проверили, как это все выглядит. И с разными всякими фонами и всем прочим. Опять создаем. И обычно я вот на 4 на 4 уже такой большой, серьезный файл создаем. Так, у нас опять фон. Давайте опять его сделаем слоем. Теперь что мы делаем? Внимательно смотрим. Мы добавляем слой. А затем идем вот сюда, вот в этот кругляшочек внизу. Нажимаем на него. Видите? Узор. Нажимаем на узор. У нас появляется вот такой вот красивый узор. Мы нажимаем на вот эту кнопочку вниз и мотаем вниз. Ну, у меня много узоров уже. И получаем наш узор. Во-первых, мы его можем вот в таком виде получить, это 100%. Мы можем 50%. Но смотрите, если вы будете делать, там, например, 30%, то есть вероятность того, что он не состыкуется. То есть нужно либо 100, либо 50. Я почему-то вот вычислила, что либо так, либо так. Но на 100% это точно. Вот. Потом вы можете снять вот эту галочку. И знаете, что сделать? Вот вы берете, и вы можете его помотать немножко. Ну, то есть выбрать там, например, ракурс, который вам больше нравится. Во-вторых, вы можете тут, в общем, с углами как угодно. Там можете 45 градусов. Сейчас он перестроится. Вот, он перестроился, 45 градусов. Но он тоже сохраняет свою, вроде как должен сохранять свою. Но я обычно с этими углами не играюсь, потому что он всегда не очень хорошо выглядит. Так, окей. Вот. Вот у нас уже как бы паттерн готовый, который вы можете делать. Вы можете вот его увеличить на 150%, на 200%, и он будет у вас там такой, как вы его создавали. Если вы хотите, вы можете создавать его на том же, ну, на том же файле, сохранять, на котором вы его делали. То есть вы можете здесь не убирать прозрачность и создать его сразу с фоном. Я просто это делаю без фона для того, чтобы можно было потом играться с фонами. Что мы делаем? Для того, чтобы играться с фонами, мы создаем на нижнем слое прямоугольник. Ну вот, видите, например, серый. Ну, как бы, не знаю, мне кажется, все время кажется, что что-то как-то вот как будто они немного, знаете, соревнуются. То есть фон очень четкий, такой чистый, а акварель, она же все равно такая, вот видите, какие-то белые штучки, белые какие-то вещи проглядываются. Ну, как-то не очень. В целом нормально, но не очень, как мне кажется. Так, нажимаем 2 раза на сам вот этот цвет, и мы можем вообще любой цвет создать себе, какой мы хотим. Можем желтенький такой. Прям. Вот на желтом неплохо, кстати. Вы можете с этой градацией играть как угодно, создавать какие угодно цвета. Вот на желтом, кстати, неплохо. То есть вот пастельные какие-то цвета очень даже неплохие в этом случае. Вот. И все, в принципе. Вы создали паттерн, если вы со мной это делали поочередно, то, что я делала. Вот как бы так создается паттерн. И повторюсь, все более сложные какие-то многослойные и все прочее, это уже, в принципе, ваша фантазия. То есть все построено на вот этом базисе. Вы создаете там в режиме просмотра, все это делаете, совмещаете, не совмещаете, в общем, как вы хотите. Вы можете вообще, я иногда, если у вас большой красивый рисунок, просто его посередине делаете, фигачите это все паттерном, и он потом как бы размноживается сам по себе. Ну, то есть можете одну вообще картинку сделать, если она вам нравится, и как бы вы можете... И вот эту картинку можно было на самом деле также сделать. Точно так же. То есть всего одну, она тоже хорошо смотрелась. Вот, поэтому дальше уже ваша фантазия. Я надеюсь, я вам помогла, подсказала, вам будет все понятно. Если что-то непонятно, конечно, пишите, расскажу. Если что, сниму еще видео. Я с удовольствием буду делиться этими знаниями, потому что я намучилась этим делом, мне не хватало этих знаний, не хватало как бы видео на эту тему, потому что они вроде как были, но чего-то, короче, не хватало, поэтому я с удовольствием поделюсь. Все, мои хорошие, подписывайтесь, ставьте лайк, не забывайте смотреть мои отчеты о том, как я бороздю просторы стоков и не только, и магазинов Etsy. В общем, посмотрите, как я мучаюсь. Пока-пока.